Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня президент США Дональд Трамп высказал серьезные замечания по поводу планов Лондона относительно Чагас и базы Диего Гарсия в Маврикии. США считают, что это может повлиять на баланс сил в регионе, а для Германии, Европы и ЕС это показывает, что даже союзники по НАТО вовлечены в международные обсуждения стратегических точек. И это еще не все. В Германии растет ощущение, что пенсия есть, а денег на нее все меньше. Цены на продукты в немецких супермаркетах растут быстрее, чем сама пенсия. Фридрих Мерц хочет защитить покупательскую способность пенсионеров, а Урсула фон дер Ляйен продвигает общие меры Европейского Союза. Именно от этого обсуждения зависит, смогут ли пожилые люди в Германии и Европе покрывать базовые расходы и какое влияние это окажет на общественное благополучие. И напоследок, торговая политика Соединенных Штатов Америки с высокими тарифами и жесткими условиями привела к сближению многих стран с Китаем. В Германии компании перестраивают экспорт, а Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен обсуждают, как Европа может использовать новые рынки и одновременно сохранять независимость. Для ЕС сейчас важно найти баланс между выгодой и стратегической безопасностью. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил резкую критику в адрес Лондона по поводу политической сделки, которая вызывает в Вашингтоне серьезные обеспокоенности по вопросам безопасности. Причина – это цепочка маленьких островов Чагас и стратегическая военно-воздушная база Диего Гарсия в Индийском океане, которую Британия собирается передать государству Маврикии. Эта база, напомню, считается для Соединенных Штатов Америки одной из важнейших военных пунктов в мире, так как здесь есть взлетно-посадочная полоса длиной 3,6 километра, с которой могут стартовать тяжелые стратегические бомбардировщики, и с этой точки самолеты могут быстро долететь до стран Азии или Ближнего Востока, и американское командование использует ее для операций и логистики, поэтому ее называют непотопляемым авианосцем. И эта база работает как огромная передовая опора армии Соединенных Штатов Америки далеко от континента. Премьер Великобритании Кир Стармер планирует сегодня передать Маврикии суверенитет над Чагасом, сохранив за собой право использовать базу еще как минимум 99 лет. Но Трамп считает, что даже такие формальные гарантии могут оказаться недостаточными. В Вашингтоне опасаются, что с передачей прав на территорию возрастет влияние Китая и других государств в этом регионе. Сенатор Джон Кеннеди, близкий союзник Трампа, открыто заявил, что Маврикия может быть менее надежным партнером, чем Великобритания, и это создаст риск для контроля над базой со стороны Пекина. Эти опасения связаны с тем, что Маврикия, напомню, поддерживает экономические связи именно с Китаем, и в американской администрации считают, что через такие отношения остров может получить стратегическое значение. Есть мнение, что в будущем Китай может попытаться разместить разведывательное или электронное оборудование в регионе, что подняло бы ставки глобального соперничества. Трамп охарактеризовал план передачи островов как проблемный и призвал парламент Великобритании пересмотреть это соглашение. Он также критиковал решение правительства Стармера еще потому, что считает безопасность Индийского океана важной для национальных интересов США. Но вот с британской стороны звучат совершенно другие аргументы. Лондон подчеркивает, что договор предусматривает сохранение американской военной инфраструктуры на прежних условиях и что любые разговоры о передаче ключей – это преувеличение. Тем не менее, мы с вами понимаем, что критика Трампа отражается на отношениях между двумя союзниками, которые традиционно считались близкими партнерами в НАТО и международной безопасности. Сегодня эксперты отмечают, что этот случай демонстрирует изменение расстановки международного влияния, так как Соединенные Штаты Америки стремятся сохранить позиции в стратегических регионах, а Великобритания балансирует между историческими обязательствами и желанием укреплять отношения с другими странами. В таких условиях даже планы о перераспределении небольшого архипелага могут стать предметом активных международных обсуждений. Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Германии растет ощущение, что пенсия есть, а денег на нее все меньше. Совсем недавно фиксированная сумма на счете казалась достаточно, а сегодня та же пенсия покрывает все меньше базовых расходов, особенно на продукты и коммунальные услуги. Причина проста. Цена еды растет быстрее, чем сама пенсия. За последние годы стоимость основных продуктов питания, таких как хлеб, мясо, овощи, готовые блюда, поднялась на десятки процентов, а выплаты пенсионеров увеличились гораздо умереннее. Например, пенсионер из Баварии Гернат сравнивает: 5 лет назад на свою пенсию он покупал корзину из базовых продуктов без оглядки,
а теперь вынужден выбирать, что оставить в корзине, когда видит итоговую сумму на кассе. Он говорит, что хлеб, колбаса и молоко съедают заметную часть ежемесячного бюджета, и на фрукты и овощи зачастую не остается. И тут внимание, а экономическая причина в том, что инфляция в секторе продуктов и особенно в переработанной и импортной еде держится выше среднего по экономике. Производители и ритейлеры оправдывают это ростом издержек, то есть дорогая логистика, высокие цены на энергию, изменение состава продуктов. Пенсионные выплаты же пересчитываются исходя из общих социальных и экономических показателей. Из-за роста цен в отдельных категориях они просто, как вы понимаете, не успевают. На фоне федерального правительства Фридрих Мерц и его команда уже несколько раз говорили о том, что нужно защитить покупательскую способность пенсионеров и контролировать рост цен на базовые продукты. Однако конкретных механизмов, которые бы сдерживали инфляцию в продуктовом секторе, пока предложено немного. Мерц упоминал дополнительные субсидии для малообеспеченных пенсионеров и расширение, скажем так, кредитной карты с льготными ставками на продукты. Но эти меры пока остаются проектами, а не работающими механизмами. Приведу историю из повседневной жизни. Пример будет из Гамбурга. 74-летняя немецкая пенсионерка Эльза уже несколько месяцев выбирает между покупкой мяса и оплатой коммунальных услуг. По ее словам, если раньше она могла себе позволить свежую курицу дважды в неделю, то теперь это стало редким удовольствием, потому что каждый евро приходится считать. Она отмечает, что цены на овощи и фрукты поднялись так стремительно, что на них тоже уходят большие суммы. В Европейском Союзе этот вопрос поднимает и Урсула фон дер Ляйен. В одном из последних своих выступлений она акцентировала внимание на необходимости общей продовольственной стратегии ЕС, которая помогла бы сдерживать рост цен внутри всего Европейского Союза и поддерживать доступность базовых продуктов для всех возрастных групп, в том числе и пожилых. Ее предложения предполагают увеличение инвестиций в локальные сельскохозяйственные ресурсы, сокращение зависимости от дорогого импорта и усиление контроля за торговой наценкой на полках магазинов. Аналитики отмечают, что сочетание высокого роста цен в ключевых категориях и умеренного роста пенсий приводит именно к тому, что покупательская способность пенсионеров фактически снижается. Пенсионеры покупают меньше еды за те же деньги, а часть бюджета начинает уходить на здоровье, коммунальные услуги и лекарства, которые тоже не стоят на месте в ценах. В итоге получается, что пенсии в Германии вроде бы, как нам с вами кажется, стабильны, а на деле эти суммы все чаще оказываются недостаточными для общих нужд, как раньше. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сейчас в мировой экономике происходит заметный разворот. И политика президента США Дональда Трампа по высоким тарифам и жестким торговым условиям привела к последствиям, которые частично противоречат именно его первоначальным намерениям. Я имею в виду, что сегодня многие государства все чаще сближаются с Китаем, а не с Соединенными Штатами Америки. В одном из прошлых видео я вам приводил цифры, что в 2025 году Китай достиг рекордного торгового профицита в 1,2 триллиона долларов. Причем месячные поступления иностранной валюты в экономику Китая доходили даже до 100 миллиардов долларов. В то же время экспорт китайских товаров в США снизился примерно аж на 20%, но поставки в Африку, наоборот, выросли более чем на 25%, в страны Юго-Восточной Азии на 13%, а в Европу почти на 8%. Это говорит о том, что китайские производители быстро перестроили свои рынки и находят новые направления продаж. Поэтому такая динамика отражает более широкие последствия торговой тарифной политики Трампа. Помните его стратегия «Америка прежде всего». Сейчас она приводит к повышению импортных пошлин, из-за чего многие страны опасаются нестабильности в отношениях с США. Что остается делать? Правительства в итоге ищут более предсказуемых партнеров, и Китай предлагает именно это, то есть большие рынки, крупные инвестиции и планы по инфраструктуре, которые уже мы наблюдаем в Африке и Азии. В Германии, где вы знаете, что промышленность тесно интегрирована в мировую торговлю, компания уже чувствует последствия торговых сдвигов. Немецкий автомобильный производитель, например, давно видит в китайском рынке ключевой источник роста. И мы знаем, что в 2025 году инвестиции немецких компаний в Китай достигли высоких уровней, потому что там спрос и производство растут, тогда как в Соединенных Штатах Америки, наоборот, стагнирует. История маленького экспортера из Баварии хорошо это иллюстрирует. Фирма по производству станочных комплектующих изначально ориентировалась именно на американский рынок, но после введения дополнительных пошлин в Соединенные Штаты Америки у нее упали заказы, и владельцу пришлось разворачивать поставки в Китай и Юго-Восточную Азию.
Он говорит, цитата, «Рынки меняются быстрее, чем государственные решения, и что без новой стратегии экспортерам приходится приспосабливаться, кто предлагает стабильные условия сотрудничества. Сегодня для многих политиков это реальный вызов. Например, напомню, что в Германии канцлер Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал необходимости укреплять связи с ключевыми партнерами и одновременно развивать собственные технологические и торговые стратегии, чтобы Германия и Европа не оказались в зависимости от внешних шоков. На уровне Евросоюза тоже не молчат, и такие проблемы обсуждает и Урсула фон дер Ляйен, которая говорила о том, что Европейский Союз должен балансировать между крупными экономиками, сотрудничая с Китаем в областях, где это выгодно, и одновременно защищать свои интересы на глобальной арене. Брюссель пытается продвигать собственные стратегии промышленной политики, чтобы интеграция с Китаем не приводила к зависимости, а создавалась на взаимных условиях. Таким образом, мы наблюдаем, что торговая политика Дональда Трампа привела к эффекту отталкивания, и вместо укрепления влияния США, рост тарифов и изменений в торговых отношениях побудили страны искать союзников с другой совершенно стороны. Китай использует это, предлагая инфраструктурные проекты и новые рынки, но эксперты отмечают, что за экономическими связями могут стоять политические интересы, и слишком тесное сотрудничество с Пекином требует внимательного анализа для европейских стран и Германии. Поэтому нам с вами важно здесь понимать, что сейчас мир движется не к единообразию, а к новым блокам влияния. И такие торговые трения, наложенные Трампом, открывают для Китая новые возможности укрепить свое присутствие в разных регионах, а это, как я сказал, уже отражается и в цифрах внешней торговли, и, конечно же, в инвестициях. На этом пока все. Спасибо за просмотр.